Сегодня я покажу вам, как делать ферментированное вино по древнему рецепту под названием лаули. Я буду использовать длинный глютеновый рис для приготовления. После промывки риса нужно замочить его в воде на 5 часов или же на ночь. Замочить до такого состояния, чтобы можно было с легкостью раздавить его пальцами. Положите глютеновый рис в пароварку. Пальцами сделайте отверстие для лучшего распределения пара. При холодной воде нужно варить около 30 минут. Это шанхайские винные дрожжи. 100 грамм дрожжей нужно растворить в воде 30 градусов. Есть важная деталь. Температура воды и риса не должна превышать 35 градусов, иначе дрожжи могут подгореть. Лучше использовать порошок дзючу из китайского супермаркета. 3 грамма такого порошка достаточно. После того, как рис сварился, выложите его в контейнер, дайте рису остыть. Добавьте немного ароматного сухого османтуса. Налейте 300 мл холодной воды. Перемешайте рис, чтобы все лучше впиталось. Когда температура риса упадет до 30 градусов, это можно проверить на ощупь, добавьте немного горячей воды, а потом воды с винными дрожжами. Кто-то может спросить, зачем добавлять холодную воду. Холодная вода может быстро уменьшить температуру риса. Также вода – это источник достаточного количества спиртного, который производится ферментированным рисом. Перемешайте рис. Переложите рис в стерильный контейнер. После укомплектования сделайте винное отверстие в центре. Добавьте еще немного холодной воды. Не беспокойтесь, рис довольно быстро впитает воду. Закройте контейнер пищевой пленкой. Накройте крышкой и оставьте для ферментации в теплом месте. Здесь порции на 2 банки. Во время процесса ферментации нужно избегать использования воды и масла. Контейнер должен быть абсолютно стерильным, чтобы предотвратить рост риса или его гниение. Через 4 дня. Из-за разницы в температуре время ферментации тоже может различаться. 4 дня спустя рисовое вино уже готово. В тот момент, как вы откроете крышку, вы сможете ощутить запах вина. Посмотрим на состояние вина. Видно, что спиртное чистое и в достатке. Здесь нужно остановить дальнейшую ферментацию. Рисовое вино вылить в подходящий сосуд. Можно хранить в холодильнике, чтобы вино не стало кислым. Ферментированный рис может храниться в холодильнике некоторое время. Его можно добавлять во время готовки блюд. В особенности, когда мы готовим дим сам для красоты и здоровья.